Всем привет! Как вы уже знаете, Renault избавляется от АвтоВАЗа. Переговоры идут как с российскими, так и с китайскими покупателями. И оказывается, купить АвтоВАЗ – это еще тот геморрой. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Проще всего было бы отдать 68% акций другому акционеру Ростех, да и покончить со всеми проблемами. Но это невозможно, так как российский партнер находится под санкциями, а следовательно не может совершать никаких сделок. А китайские компании выжидают выгодную точку входа, чтобы от этой сделки получить максимум выгоды, ведь для них это просто бизнес. При этом содержание АвтоВАЗа обходится очень дорого, особенно простой заводов. В 2021 году только на заработную плату было выплачено 393 миллиона евро. И как сообщается в СМИ, компания имеет большие долги в размере 597 миллионов евро, что также необходимо учитывать новому владельцу. Хотя долги, скорее всего, простят, как это было уже не единожды с АвтоВАЗом. Каких только хитростей не придумывают, чтобы списать многомиллиардные вливания из госбюджета. На данный момент АвтоВАЗ существенно ограничен в производстве новых автомобилей из-за отсутствия импортных деталей, а это уже на руку китайцам. Зная про данную ситуацию, они смогут существенно поторговаться. Чтобы продолжить выпуск модельного ряда Lada, понадобится достаточно серьезно перестроить комплектации автомобилей, найти поставщиков и построить новую цепочку поставок. Если этим займется Китай, то сложностей не будет. А вот если 68% акций АвтоВАЗа купит Ростех, то продолжительных простоев заводов не избежать. И тольятти ждут серые дни, от слова совсем. Жалко такой город. АвтоВАЗ всегда был, есть и будет в нашей стране. И все разговоры о банкротстве – это спекуляции. Это город в городе, смерть которого убьет все усилия государства в автомобилестроении. Не говоря уже о социалке в Тольятти. Власти будут вливать деньги, содержать и поднимать с колен. А китайцы с руками и ногами оторвут его у французов только бесплатно. Он никому в мире не интересен, кроме Китая. Я буду смеяться, если потом, по прошествии некоторого времени, окажется, что Renault банкрот, а АвтоВАЗ нет. Хотя и понимаю, какой ценой это будет сделано и за чьи деньги. Все ради рабочих мест. Буквально недавно Renault Group оценивала свои активы в России в 2,2 миллиарда евро. В конце марта было объявлено, что компания спишет стоимость своих активов в России на сумму 2,2 миллиарда евро, что эквивалентно примерно трети ее рыночной капитализации. Очевидно, что такие планы появились на фоне возможной национализации производства. Группа Renault просто подстраховалась. Есть вероятность, что Тольятти станет логистическим или отвертка-сборочным центром для китайского автопрома. Но скорее всего ВАЗ все-таки в очередной раз выживет. Финансовая изоляция убьет резон возить что-то из-за границы. И отечественный автопром вновь станет отечественным во всех смыслах этого слова. Ну и немного про ситуацию на рынке. Снижение стоимости валюты доллара, евро и юаня сказывается в первую очередь на тех машинах, которые находятся в поставке. На сегодняшний день у нас сохранились поставки только китайской техники, цены на которую зафиксированы в юанях. Это означает, что стоимость таких автомобилей в рублях снизится. В автомобилях в наличии мы наблюдаем пока сохранение цен, взлетевших в конце февраля – начале марта. Дилеры не стремятся расставаться со стоками автомобилей, несмотря на падающий спрос. Снижение курса доллара пока никак не сказывается на снижении стоимости машины. Если рынок не будет готов переварить текущие цены, то дилеры будут вынуждены понижать стоимость на новые автомобили до нормальных пределов. Но и обещанная мною шутка юмора. АвтоВАЗ, чтобы быть хоть как-то конкурентоспособным, начал выпускать поддержанные иномарки. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Купит ли хоть кто-то АвтоВАЗ? Давайте пообщаемся и подискутируем.
И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните о том, что главное в жизни – оставаться человеком.